Счастливый развод. Вообще, существует ли такое? Принято считать, что развод это провал, но бывает так, что это просто констатация того факта, что эти отношения, они не работают. И здесь самый главный вопрос. Вы уходите от боли или идете к себе? Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы с вами разберемся в том, может ли развод вообще быть счастливым. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первый важный пункт — это что развод должен быть взвешенным решением, а не эмоциональной реакцией. Потому что часто так бывает, что вот партнер сделал тебе больно, и ты принимаешь решение: я развожусь, чтобы сделать ему еще больнее. На самом деле это реакция, реактивное поведение, когда я веду себя каким-то образом, чтобы, для другого человека, чтобы как-то на него повлиять. Не для того, чтобы со мной что-то произошло. Если в спокойном состоянии, когда эмоции уже улеглись, на холоду, вы понимаете, что да, развестись мне важно, потому что таким образом я могу как-то двигаться к своим каким-то важным целям, к которым я не могу прийти в этих отношениях, то это уже больше похоже на какую-то рабочую ситуацию. То есть важно, чтобы развод был не способом сделать больно другому человеку, а способом найти себя. Второй важный момент. Постарайтесь ответить себе честно. Сделали ли вы все, что в ваших силах, чтобы спасти эти отношения? Дали ли вы шанс тому, чтобы был какой-то диалог? Посещали ли вы совместную терапию? Приняли ли вы свою часть ответственности за то, что происходит в этих отношениях? Для чего это нужно делать? Дело в том, что часто бывает так, что когда люди разводятся, особенно поспешно, ввиду каких-то острых эмоциональных реакций, потом, когда все успокаивается, у человека возникает такой вопрос: а может быть, можно было все исправить? Может быть, можно было как-то по-другому поступить? Но уже, знаете, если бы да кабы, дело прошлое, ничего не изменишь. Поэтому перед тем, как разводиться, очень важно, чтобы было вот это ощущение, что я сделал все, что от меня зависит, все, что возможно, все, что мог, я все сделал, все, тогда уже не остается никаких вариантов. Третий важный пункт: когда вы разводитесь, вам нужно понимать, вы уходите от человека или от своей роли в этих отношениях. Потому что, женщина, предположим, может в отношениях отыгрывать роль жертвы, спасательницы, удобного человека. Предположим, если это женщина-спасательница, она может содержать мужчину, находиться в отношениях, где она слишком много работает. Или, скажем, мужчина работает, а она тянет на себе быт, воспитание детей, так сказать, без продыху вот этим всем занимается. Мужчина живет свою лучшую жизнь, она в какой-то момент понимает, что ей так не нравится, но не осознавая свою эту роль, она вроде собирается уйти от мужчины, потому что именно в этих отношениях эта роль ее реализуется. Таким образом, когда она переживет весь этот развод и будет строить себе новые отношения, велика вероятность, что она эту свою роль перетащит в те отношения. Поэтому тут очень важно разобраться. Если вы уходите не от человека, а от своей роли, то, может, вам-то и разводиться сейчас не надо. Нужно поработать над собой, чтобы изменить свою роль в этих отношениях. Четвертый пункт важный, это такой риторический вопрос: можно ли развестись без войны? На самом деле, любой развод, он так или иначе сопровождается негативными эмоциями, так, чтобы все легко произошло, это так не бывает. Но вы можете регулировать, как вы себя ведете. Дело в том, что вот в моменте развода, это же по сути такая конфликтная ситуация, все смешивается. Если даже партнер ведет себя как-то недостойно, он манипулирует детьми, втягивает родственников, знакомых, то вы можете так не вести себя. Да, вам от этого будет неприятно, вы будете в очень неприятных эмоциях находиться в такой ситуации. Но спустя какое-то время, когда вы уже разведетесь, когда эмоции осядут, у вас не будет ощущения стыда, не будет чувства, что все как-то было так грязно и неприятно. Да, он себя так вел, но я с ним себя уже больше не связываю, он отдельный человек, он так себя вел. Но вы помните, как вы себя вели, и у вас никакого стыда по этому поводу не остается. Пятый важный пункт: нужно понимать, что развод — это не конец семьи, а смена формата. Принято у нас в голове так считать, что развод — это антисвадьба, соответственно, все, что было наработано, приобретено после свадьбы, оно как будто бы отменяется. Это не так, потому что у ребенка, если есть ребенок, остаются родители, у него как была мама и папа, так они остаются. Часто бывает так, что сложились достаточно теплые отношения с родственниками партнера. Например, я знаю эти ситуации, когда невестка и свекровь, у них остаются теплые отношения даже после развода. Вы можете написать в комментариях, если вы что-то подобное знаете. То есть нужно понимать, что развод — это не просто конец, это конец, который предшествует какому-то новому началу. Это по сути такое изменение, метаморфоза. Таким образом, развод просто перестает так пугать, потому что часто люди думают, что все, вот будет развод, а после этого просто какая-то темная такая непонятная мгла, совершенно неясно, что дальше будет, как будто бы просто жизнь остановится. Нет, жизнь не останавливается. Происходят определенные перемены, к ним нужно адаптироваться, но это точно не конец жизни, просто меняется формат. Развод может быть травмой, особенно если это не ваше решение, если вы не можете это принять, вы не были к этому готовы, это очень серьезная такая ситуация, очень неприятная. С другой стороны, развод может быть выходом из травмирующей ситуации, если вы понимаете, что в этих отношениях вы получаете больше вреда, чем, возможно, вы бы получали бы, находясь вне отношений. Но вот опять же, принятие решения о том, что нужно завершить эти отношения, чтобы идти дальше, это всегда такой очень сложный момент, творческий в каком-то смысле, потому что
то, где я нахожусь, вот даже если оно мне очень не нравится, оно мне знакомо, а что будет дальше, оно всегда неведомо. Если вы сталкиваетесь с такой ситуацией или недавно пережили развод, и вам сложно найти новые опоры, вам важно с этим поработать, можете обратиться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети, пишите мне личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас опыт развода, и если вы разводились, удалось ли вам сделать так, чтобы это был счастливый развод, чтобы там было минимум боли, минимум войны и максимум какого-то взаимопонимания. Я вам буду благодарен, если вы поделитесь собственным опытом. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.